Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Максим Гольдарт на связи прямо сейчас. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Начать наш разговор я хочу вот с такой очень опасной и достаточно напряженной ситуации. Ее диктуют нам как геополитические факторы, так и, конечно же, события, которые вот связаны с войной и которые, вот, в принципе, война и генерирует. В Казахстане вчера Путин выходил и говорил о том, что, в общем-то, несмотря ни на что, мы готовы к, так сказать, дипломатическому разрешению ситуации, а Европу обвиняет в том, что они провоцируют, продолжают, собственно, эту войну. Ничего нового особенно мы не услышали, разве что вот такая непонятная инсинуация с дроном. Точнее как, там все понятно. Румынская сторона сказала, что воздействовала ПВО, и дрон прилетел в румынский город позапрошлой ночью в дом, непосредственно там в верхний этаж. Путин говорит: я ничего не знаю, только что узнал, давайте сделаем экспертизу. Хотя уже прошло несколько часов, как Кремль устами Пескова говорит, что да, так мы все отслеживаем, мы в курсе. Сегодня дроны опять передают, некий дрон был замечен над Мюнхеном. И как-то вот по-другому, другими красками играют сейчас слова того же Медведева, да, о том, что Мгм. это только начало, все как бы еще получите. Есть ли вероятность того, что вот эти события экстраординарные для Европы, мирных стран, потому что выходят и говорят: ну, ребята, 4 минуты, мы не сориентировались, бюрократия, все дела, то есть вот ничего не могли сделать, что это каким-то образом повлияет на поддержку и на дипломатию, о котором говорил Путин? Понятно. Вопрос ясен. То есть, то вы со стороны смотрите, да, на то, как сгорает Украина, и как там гибнут люди, и как там дети прячутся от гула дронов и бомбежек и работы ПВО, да, то со стороны рассказываете о том, как Украине надо до последнего украинца погибать. Пересчитываете, как англичане, украинцев по головам, сколько еще можно отправить на фронт погибать. А то к вам прилетело, да? Ой, а нам за что? Вот видите, вот эта знаменитая украинская поговорка «а нам за что?» она оказалась трансграничной в последнее время. Вопрос понятен. Я все-таки думаю, что ситуация с дроном в Румынии, равно как и с недавними похожими вещами в Прибалтике, это больше казус, максимум эксцесс исполнителя. Не больше. То есть это не, на мой взгляд, это не продуманная государственная политика, либо указание верховных командующих о том, чтобы дроны летели по этим странам или в этих странах летали. Мне думается, что это больше казус. И уверен, что это точно не казус белли, то есть это не повод и не основание для того, чтобы начать войну с Европейским Союзом, а Европейскому Союзу начать войну с Россией. Ясно, что европейские страны несколько имеют на вооружении ядерное оружие, и в таком случае это будет уже полноценная ядерная война, которая плохо закончится для всего евразийского континента, или как минимум для европейской его части. Уверен, что до этого не дойдет. Уверен, что все равно, несмотря на максимальное количество глупых верховных политиков в последнее время в разных странах, в европейских и не в европейских, полагаю, что какой-то инстинкт самосохранения для них, для всех все равно сработает. А также для тех, кто дергает их за ниточки, для кукловодов, для богачей, которые заказывают ту или иную политику. Которые отлично понимают, что вместе с другими людьми испепелятся их те самые активы, которые делают их богачами. Это раз. Два. То есть я не думаю, что сегодня возможно военное столкновение, настоящее военное столкновение между Европой и Россией. Дальше. Уверен, что когда дроны или, не дай то бог, ракеты будут
пролетать над теми или иными мирными, как вы сказали, странами, в которых этого отродясь не было или давно не было, их люди и правительство задумаются над тем, что такое война и к чему это все может привести. И я все-таки думаю, что это усилит это усилит высказывание со стороны европейских политиков за мир, а не про войну. И мне думается, что непуганные европейцы будут давить на своих собственных политиков с той точки зрения, чтобы те делали все возможное, чтобы война из Украины не перекинулась в европейские дома. Несомненно, это никак не улучшит путь, я беру в кавычки, обещанный путь Украины в Европейский Союз. Европейцы видят, что вместе с Украиной и с украинцами к ним очень запросто будут идти или лететь дроны, ракеты и так далее. И точно этого не захотят. Гипотетически будут лететь. И точно этого не захотят. И это усилит противодействие европейских политиков вхождению Украины в ЕС. Собственно говоря, я в это и не верю. И это вряд ли возможно, покуда Украина горит. Теперь, если подводить черту, то скажу так. Первое. Уверен, что... Я не знаю, вот этот дрон в Германии, он чьего производства и как там это случилось. Не надо забывать, что в Германии сейчас развернуто достаточно серьезное германо-украинское производство дронов. И что там было, куда он вылетел, откуда он вылетел. Был ли это, повторюсь, казус со стороны, просто казус во время производства. Был ли это эксцесс исполнителя, который решил попилотировать что-то. Я этого не знаю. И не могу сказать, как именно там появился этот дрон. Но считаю, что эти факты не являются моментами намеренных действий того или иного верховного командования. Хотя, хочу напомнить, 23-й год была намеренная провокация по бомбежке Польши, когда два поляка погибло от украинской ракеты. И еще не успели разобраться. Еще на место происшествия никто не успел толком выехать, как Зеленский уже начал кричать о том, что Россия специально бомбит Польшу, страну НАТО, и поэтому НАТО должна немедленно принять участие в полноценной войне против России. То есть в ядерной бомбардировке, по большому счету. Провокации возможны. Кому они выгодны? Как в 23-м году они были выгодны режиму Зеленского, так, я думаю, они и выгодны сегодня ему же. Ему нужно втягивать в эту войну других. Чувак чувствует себя бессмертным. Тут уже, наверное, вопросы психологии. Где-то крышу сорвало на моменте 22-го года, когда из говна в бояре, так сказать, очевидно прорвался. Когда из ненавидимых и презираемых стал боссом Украины, демократическим светочем, таким борцом за всю Европу, как он себя назвал, и даже Черчиллем, если я не ошибаюсь, его первый год с Черчиллем сравнивали, он в это верил. Я думаю, что он во все это на самом деле поверил. Он настолько вжился в образ, и этот образ ему дает и внутренние силы черпать, и обыгрывать многих хитрых политиков, у него тоже это получается, и мстить своим врагам, и зарабатывать деньги. Короче говоря, если кво прозит, кому выгодно, то я бы сказал, что это выгодно больше ему, чем кому бы то ни было. России сейчас конфронтация военная с Европой не нужна. Россия в Украине завязла. Можно говорить все, что угодно. И я помню нашу с вами полемику, перепалку такую. Мы люди интеллигентные, аккуратно перепалками занимаемся. В общем, я помню полемику по поводу того, что может, не может, долго, недолго. Моя точка зрения не изменилась, и она на том и основана, что не может Россия сегодня еще и распылиться дальше. Не хватит ресурсов. Если, конечно, не представить себе, что речь будет идти о ядерном столкновении. Такое, наверное, да, возможно. Все остальное нет, невозможно. Поэтому России стратегически война сейчас с европейскими странами, со странами НАТО не нужна. Возможно, это был дрон их. Если я правильно понимаю, Путин достаточно неясно ответил. Да, нет. Хотя, как вы говорите, Песков заявляет, что они все отслеживают. Но Путин о Пескове, кстати, сказал когда-то, что он сам не знает, что рассказывает Песков.
Поэтому все может быть. Пресс-секретарь может сказать что-то, то, что не хочет или не может говорить босс. Резюме. Не думаю, что это была намеренная провокация со стороны России. Не думаю, что им это сегодня нужно. Уверен, что подобные вещи в мирной Европе ускорят и усилят процессы, направленные на достижение мира в Украине, а не на продолжение войны. Так а кто его будет достигать? Урсула? Кто? Кая Каллас? Нет, Ну вот ни смотрите, Урсула, ни Кая Каллас этого делать не будут. Это Ступ, который там говорит, финский. я здесь да-да-да, я здесь вот-вот-вот, только давайте огонь остановите, а потом я, может, буду по переговорщикам. То есть, понимаете, нет, до сих пор нет вот какого-то центра или кого-то, ну вот видите, там хотя бы вот можно спорить, Витков, Кушнер, а кто они такие, одни их там говорят, что это Поважні ого-го, люди, да. ого-го, другие говорят, что они ого-го, конечно, но они ничего не могут сказать от имени государства, ну вот заявлять, да, то есть они спецпосланники, советники, но хотя бы хоть какая-то сторона, и то видите, как это все заглохло. Сейчас, вот послушав Путина в Казахстане, вообще непонятно, какая будет дальнейшая, ну вот это вот, помню выражение, да, вот стратегическая неопределенность. Вообще непонятно, какое будет дальнейшее развитие событий. Вот вы поняли, как бы, круг, очерченный Путиным? Он четко сказал: наглая ложь, провокация о том, что Россия нападет на Европу. В очередной раз безапелляционно снял эту тему с повестки дня, но она все равно сидит, потому что по-другому некак. Пилить деньги на войне, клепать дроны, отправлять, поддерживать Украину, выделять миллиарды, за которые там голосуют, не голосуют, ну, это уже даже никого не интересует, понимаете? То есть главное, вот чтобы вот была вот эта, как это, корпорация «Полигон Украина», чтобы вот туда, собственно, сбрасывать какие-то гешефты и, в общем, снимать И вершки. делить их, да. Обратите внимание, Александр, на Европу, обратите внимание на процессы, которые происходят здесь. Милитаризация идет? Да. Но это интересная милитаризация. Она заключается в перевооружении. Она заключается в гонке вооружений. Она заключается в попытке одной ядерной державы или двух разместить свои вооружения ядерные возможности в других державах, в которых ядерных возможностей нет. Она заключается только в том, на что могут повлиять верхи. Выделили деньги для военно-промышленного комплекса из бюджета условно Германии или в целом Евросоюза, любой другой европейской страны. Испании, Франции, Польши выделили? Выделили. Эти деньги осваиваются? Осваиваются. Но это одна часть милитаризации. Ни в одном сегодня европейском обществе очередей в военкоматы нет. Более того, та же Германия закручивает гайки по поводу того, что нужно гнать молодых, возвращать воинский призыв, гнать, учиться воевать, держать оружие и так далее и тому подобное. А немцы не хотят этого делать. Молодые немцы не хотят идти под ружье, не говоря уже о странах, которые находятся дальше от России. В Испании никто не верит в то, что Россия собирается нападать на Евросоюз и в частности на Испанию. О Португалии смысла говорить нет. О коммерческих государствах типа Люксембурга, Лихтенштейна и Швейцарии тоже бессмысленно говорить. Они в это не верят. Да, собственно, даже если бы они сильно в это верили, они бы ни на что не повлияли. Кто верит в это? Только верхи. Да, вы правильно привели в пример несколько фамилий и начали с председателя Еврокомиссии. Тут на что нужно обратить внимание? Ее же слова. Мы сейчас выделяем 30 миллиардов. Нет, из 90 миллиардов 30 миллиардов уйдут на военщину в Украине. Из 90 миллиардов кредита 30 миллиардов уйдут на военщину. Из них огромная часть будет интегрирована в Европейский Союз в виде объединенных усилий по защите и бла-бла-бла-бла-бла. То, о чем мы с вами говорили. Они будут пытаться переносить заводы, производства военные на территорию Европейского Союза. Деньги, украденные и поделенные, будут вложены в это под теми или иными
соусами, под теми или иными маскировками. Это таким образом происходит стадия воровства и распределения денег, дележа. Таким образом происходит стадия легализации денег, обеления их и надежды на получение, ну, скажем так, честных прибылей. Это будет делать украинское руководство, это будет делать европейское руководство. С этим тоже понятно. И выгода понятна, и она очевидна. Не говоря уже о том, что Мерц дал команду прокредитовать Украину. Мы тоже уже с вами это обсуждали. Просто по той причине, что Мерц напрямую завязан с крупнейшим кредитором Украины BlackRock. И BlackRock из этих кредитов будет получать свои купоны по долгам Украины. Но милитаризация, повторюсь, она, которая в Европе происходит, она европейским обществом не поддержана. Люди в странах не хотят этого. И не поддерживают эту тему. Они не могут сегодня, вы правильно заметили, они не могут сегодня повлиять на тех, кто в их странах руководит от их имени национальной политикой. Да, они могут. Они здесь более законопослушные, они любят ждать вот эти сроки, они не устраивают майданы. Но каждые выборы в той или иной европейской стране, будь то выборы в Ландтаге, ну, то есть земельные выборы в Германии, либо федеральные выборы, либо выборы республиканские, либо выборы, допустим, в автономных сообществах Испании. Каждые в последние несколько лет результаты этих выборов показывают, что к власти приходят те, которые за мир, а не которые за войну. А те, которые за войну, отходят в сторону. У Мерца осталось немного времени. У Стармера тоже. У Макрона тоже. Что касается Урсулы дер Ляйен, которую вы вспомнили, это вообще удивительная ситуация, когда назначаемый чиновник, не выбираемый, а назначаемый чиновник рассказывает всему Евросоюзу и людям разных национальностей и стран, как им жить, с кем воевать, какие платить налоги, кого любить, кого ненавидеть, кто хороший, кто плохой. Это поразительно. Ну, я имею в виду в плохом смысле слова это поразительно. Но я все-таки думаю, что тенденции будут таковы, что и она не вечна на своем посту. А сегодня, да, вы правы, милитаризация имеет место. Но, повторюсь, это половинчатая милитаризация. Она, перефразируя фразу о революционной ситуации, выглядит так. Низы не хотят, а верхи хотят. Верхи продавливают, милитаризация идет, вооружение делается новое, клепается, заводы открываются. Rheinmetall чувствует себя замечательно, и другие производители смертоносного оружия. Но люди этого не хотят в этих странах. И люди под ружье не идут, петляют. Я вам возражу, с вашего позволения. Прошу вас. Ну, так люди и в Украине не хотели воевать. Они выбирали Зеленского на абсолютно других лозунгах. Они выбирали Зеленского, который посмотрит в глаза Путину. Они выбирали Зеленского, который остановит войну. Они там прыгали на коленях с Порошенко, помните, по стадиону ровно 7 лет назад. А сейчас такое ощущение, Да, что, ну, как бы это все уже было в позапрошлой жизни, понимаете? Каждый день пичкают новостями о том, что смотрите, там дистанционное минирование сухопутного коридора, поразили какие-то самолеты в Таганроге, в аэродроме. Вот, мол, потужно, вот мы боремся, сейчас вообще самое лучшее время. Тоже как-то интересно. Нам рассказывают о том, что какое-то там лучшее время, но в то же время выходят депутаты и рассказывают какие-то очень интересные, скажем так, свои впечатления. Пару дней назад, ну вот на этой неделе, вчера, по-моему, или позавчера, в общем, Федоров кулуарно презентовал, что ж они там хотят сделать с этой мобилизацией. Вот сейчас выходит одна депутатка, говорит, о, все, как бы край вам, ухилянты, ночувайтесь, все, ничего не будет. То есть у вас будет очень все жестко ограничено, то есть всех будут гнать, получается, вперед. Ровно так же там другие под другим соусом подают, говорят, смотрите, у штурмовика будет зарплата 7-10 тысяч долларов, это самые высокие цены вообще в мире. Потужно? Потужно. Зарплаты классные, только вопрос, сколько ты их будешь получать, эти зарплаты. Понимаете, в чем дело? И на этом фоне как-то, подождите, так если у нас так все хорошо, да, а куда вы загоняете силком и под псевдоморковкой загоняете народ? Когда о мире, фактически о достижении каких-то результатов, ну, уже вообще никто не говорит. Так вы теми фактами, которые сейчас озвучили, как раз подтверждаете мою точку зрения.
Сегодня Украина и украинцы, большинство людей не хотят воевать. Если бы хотели, не было бы вот этих всех базаров от этих депутаток и Федоровых и всех остальных зеленых о том, что нужно делать что-то для того, чтобы загнать людей на фронт. Не надо было бы ничего делать. Люди бы шли на фронт, как в 22 году. Выстраивались бы в военкоматы, в очереди. Я знаю, что многих офицеров просто не брали по той причине, что их военные специальности не были нужны. Так они каждый день ходили туда записываться. Не нужно сравнивать, мне кажется, 22 год с нынешним временем. Попробую объяснить свою точку зрения, почему. 22 год, февраль, для всех был шоком. Я не беру сейчас во внимание Зеленского. Я не беру во внимание его ложь. Я не беру во внимание его игру на чувствах украинцев. Он сыграл. Он сыграл, талантливо сыграл. У него получилось задурить и надурить, как обычно, как в 95-м квартале, как в «Слуге народа» сериале. Он хороший актер. Это уже бессмысленно это отвергать. Он сыграл, он выполнил свою роль. Но я говорю сейчас об украинцах. В 22 году страна стала на дыбы от того, что произошло в феврале. Как такое происходит? Наверное, лучше это объяснит специалист-психолог по массам, который придумает или расскажет, что есть в науке какие-то термины, которые обозначают недоговорное объединение огромного количества людей с целью достижения общей цели. Люди тогда были в шоке от этого конфликта, от его начала, от бомбежек, от захода русских войск. И не просто в шоке. Люди самостоятельно по внутренней какой-то инициативе мобилизовались и оказывали сопротивление. Я не беру сейчас судить, хорошо, плохо и к чему это привело. Хотя я думаю, что сегодняшние результаты этого военного конфликта, которые тянутся уже 5-й год, имеют начало именно там. Вот в этом самом неприятии огромных украинских масс того, что произошло в феврале 22 года. Что же касается сегодняшнего дня, когда люди за эти несколько лет увидели, первое, бездарные военные операции, когда по команде Зеленского, это Залужный говорит, в 23-24 году клались горы трупов для того, чтобы этот рассказывал на политической арене о том, какой он классный верховный командующий, генерал-фельдмаршал Наполеон, и как он умеет классно людей в бой вести, и как нужно больше денег, и как нужно больше оружия. Люди увидели это раз. Два, люди увидели то, как они грабят страну в тот момент, когда страна загибается и люди погибают. Это тоже люди увидели и прочувствовали. Три, люди, оно же все равно доходит, когда в любой украинской семье есть кто-то или убитый, или раненый, или пропавший без вести, или уехавший, или посаженный в тюрьму. Оно все равно, как перефразируя фразу, бытие определяет сознание, битие определяет сознание. Битие за последние несколько лет тоже видоизменило сознание людей. Поэтому сегодня, когда вы говорите о том, что Федоров и все эти депутатанькини, да, как они на львовском языке называются, они же такие сейчас себе прозвища придумали. Лікарниня, депутаткиня, министериня, ужас. Но когда они говорят о том, что надо что-то делать, чтобы вот эти 4 миллиона, которые нам англичане посчитали по головам, чтобы эти 4 миллиона украинцев загнать туда на смерть, это говорит о том, что эти 4 миллиона не хотят, чтобы так произошло. Как будут потом разворачиваться события, я не могу сейчас вам сказать. Встанет ли народ на дыбы первым? Или встанет армия на дыбы первой? Я сегодня этого не знаю. Я знаю, что в армии очень, мягко говоря, недоверчивое отношение к этому главнокомандующему. Это я знаю. Я знаю, что у армии своя точка зрения на то, что происходит, и то, как эти командующие, я имею в виду, на Печерских холмах вместе с Миндичами грабят эту самую армию. Это я тоже знаю. Как долго армия будет поедать эти морковки, о которых вы сказали, не знаю. Вы правильно заметили, что, исходя из того, что сообщают сами солдаты и офицеры, то бои для многих бывают первые и последние. Пообещали эти $1000, отправили, человека нет, все, и долларов ни для кого нет. Ни для них, ни для семьи. Но в целом
я точно уверен, что европейские народы не хотят войны с Россией. Они сегодня показывают свое нежелание войны, свое неприятие политики, которую проводит верховная власть Европейского Союза и некоторые руководители европейских стран. Они показывают это своим голосованием на тех или иных выборах, основных или промежуточных. Об этом тоже мы уже говорили. Ну, наверное, так. Насчет Казахстана. Насчет Казахстана. Да, ему задали вопрос Путину о том, что вы же сказали, что скоро все должно все к концу близится. Он ответил, что это показывает тенденция продвижения наземных войск и взятия новых и новых территорий. Не думаю, что это так. Не думаю, что это так. И моя точка зрения абсолютно за это время не изменилась. В том смысле слова, что мир в Украину придет двумя путями. Или сначала, или просто мир, и его заключат, удовлетворят те или иные геополитические амбиции России, или во многом удовлетворят. Это первый вариант. И второй вариант – это применение различного типа вооружений, в том числе ядерного, в отношении Украины. И потом будет заключен мир. Очевидно, что первый вариант правильнее, и это вариант для жизни. Второй вариант – это больше вариант для смерти. А по итогу все равно будет потом заключено мирное соглашение. Уверен, что внешние игроки понимают это, ждут этого. Кто-то из них играет активно, кто-то играет пассивно. Наверное, все они сейчас больше в пассивные позиции заняли, американцы и китайцы. И все-таки, на мой взгляд, вот таким образом будут развиваться события. Еще в конце зимы мы с вами говорили о мае-июне. Я пока говорю о тех же самых месяцах. Да, май заканчивается, но еще есть июнь. И я все-таки надеюсь на то, что обстоятельства развернутся в пользу Украины, в том смысле, что Украина пойдет на заключение мира с Россией без усугубления проблемы, без усугубления войны. Видите, как обставили ситуацию и положение дел внутри Украины. Ухилянтов крепить, там, призывы, вот эти все вещи. То есть складывается впечатление, что если взять и отменить военное положение, то вообще, в принципе, государство станет и умрет, понимаете? Оно только и держится на этом военном положении. И никто не рисует никаких перспектив будущего, потому что никто ничего не понимает, да, как будет вообще функционировать то или иное направление, тот или иной сектор. Ну, в общем, просто какой-то, ну, скажем так, тупик. И получается, как это не прискорбно сейчас говорить, что жизнь государства зависит от продолжения войны. Не от остановки войны, а от продолжения войны. Получается, что логично, ну вот нужно, чтобы жизнь государства зависела от остановки. А как это сделать? Вот тут А уже что вы возникают вкладываете в вопросы. понятие государства, Александр? Системы управления, структуры, институции. Вот и я бы разделил бы тоже Ну вот смотрите, мы между... выбиваем военное положение, и все становится незаконным в этой стране. Как и Зеленский, ну тоже, и Рада, и все на свете. То есть у нас все цепляется за вот это законодательство. То есть принятое во время военного положения, именем военного положения, и все. И как бы получается, что уже не представляем мы функционирование страны, государства, да, функционирование вне военного положения. Понятно. Отвечаю таким образом. Из теории права. Государство – это регулятор общественных отношений. Оно создано в целом людьми. Эта штука под названием государство создана для того, чтобы решать внутренние и внешние проблемы. Защищать тех, кто объединился в это самое государство. Представлять их интересы. Ну и так далее. Так выглядит теория права. Собственно говоря, так и было испокон веков, с того момента, как впервые начали существовать государственные образования в человеческом обществе. Что такое государственный аппарат в Украине? На мой взгляд, нужно разделять нынешнее
надстройку над украинским обществом, над нашей страной под названием этот самый государственный аппарат, который возглавляет, который создал или усовершенствовал в своих собственных интересах Зеленский, его окружение. Нужно разделять этот государственный аппарат от Украины и ее национальных интересов. Потому что этот государственный аппарат, эта система не есть в целом наша страна. Она не блюдет интересы нашей страны. Интересы нашей страны – остаться жить. Глобальный интерес. Интерес этого аппарата – максимально заработать денег, наплевав на то, сколько людей хотят остаться жить, и потом куда-то рассеяться по миру с этими деньгами. Ну и плюс выполнить поставленные задачи, мы уже с вами говорили, по использованию нашей страны в качестве инструмента борьбы с геополитическим противником. Стало быть, народом Украины и этим государственным аппаратом движут совершенно разные цели. Они прямо противоположные. Аппарат хочет смерти, народ хочет жизни. Народ не хочет смерти. Народ хочет жить. Народ хочет выживать и развиваться. И да, вы верно заметили, сегодня конструкция эта, которая создана Зеленским и его прихвостнями, абсолютно полностью живет на деньги, которые выдают им за решение вот той геополитической задачи. Нет этих денег, конструкция не работает. Есть эти деньги, конструкция работает. Почему Зеленский всегда устраивает истерики, когда не получается своевременно тот или иной транш? Да потому что он является посредником между теми, кто дает деньги, и, например, армией. Между теми, кто дает деньги, и, например, полицией или СБУ, то есть карательной системой. И как только он перестает туда передавать деньги, нужда в нем отпадает. Он это отлично понимает. Это понимают те, кто сказал, что те, кто легитимизировал эту структуру в глазах мирового общества и сказал, что вот это и есть государство Украины. Это не есть государство Украины. Это та надстройка, опасная для жизни украинского общества и народа, и для будущего нашей страны, которая сегодня, к сожалению, не просто паразитически впилась в тело Украины, в тело людей, в тело народа, она еще и угрожает реципиенту, что если он ее отбросит, сбросит с себя, то она его будет грызть, загрызать, убивать, и что это чрезвычайно для него будет болезненно и опасно. Собственно говоря, этим она и занимается. Мои слова можно подтвердить в любых общественных моментах, отношениях. Вы только что сказали и говорили о людоловах и о мобилизации. Она этим и занимается. Она отлавливает живых людей и делает из них неживых людей. Мы раньше с вами говорили о налогообложении, которое направлено исключительно на то, чтобы наполнять так называемую казну, разворовывать которой позволено 2-3 структурам. Олигархату местному, власти этой самой, государственному аппарату местному и внешним надзирателям, наблюдателям, участникам, которые, допустим, один из них это так называемый комитет кредиторов Украины. Вот, а все остальные интересы не учитываются. Не учитываются интересы людей. Вы посмотрите, как кричит зеленый депутат, который возглавляет налоговую политику. Гетманцев. Да, как кричит Гетманцев. Ой, люди посылки заказывают себе из Китая, и мы на этом не зарабатываем. Как же так? Это такие плохие люди, они налоги не платят. Люди заказывают посылки из Китая, потому что пытаются хоть как-то выжить и хоть как-то сэкономить. И даже туда Гетманцев и Зеленский и все остальные засовывают свои хоботы и хоботки для того, чтобы и оттуда сосать эти копейки. Посмотрите, что происходит с жилищно-коммунальными тарифами. Ведь они огромные. Они как были необоснованные и незаконные, такими и остались. Более того, их утвердили в этой незаконности уже теперь Зеленский и его слуги. Для чего это сделано? Точно так же, с такой же целью. Из народа высасывать то, что можно высасывать. Посмотрите на другие отношения. Допустим, распоряжение национальными богатствами. У Украины нет национальных богатств.
Они все сегодня переданы или в залог, или в управление условным BlackRock, или реально проданы по тем или иным схемам, как земля, например, крупным иностранным агрохолдингам. А недра принадлежат то ли то ли собственным, вернее, украинским олигархам, то ли уже эти недра передаются в разработку и в пользование полякам, американцам, немцам, швейцарцам. Я привел сейчас несколько примеров, которые говорят о том, что цели и задачи государственного аппарата, как вы сказали, и Украины как народа, как объединения, как географической точки, как страны абсолютно разные. И эта псевдогосударственная надстройка, она она смертельно опасна для нашей страны. И еще, государство в теории права всегда предполагает собой защиту интересов своих собственных, ну, я имею в виду народа как такового и вот этой общности, которая является по большому счету государством. Разве можно то, что делает нынешний государственный аппарат, назвать защитой интересов Украины или защитой интересов народа? Этого не происходит вообще. А раз так, я поэтому и начал наш разговор с той фразы: а кого вы считаете государством? Так Лично я не считаю это государством. я тогда закрутим дальше. Так, а за что идет война, понимаете? Вот это вот тоже очень интересный момент именно сейчас, в этом переломе. По поводу денег, очень важная ремарка. Значит, сейчас разгоняется какая-то странная история, инициатива. Их, кстати, появляется достаточно много в последнее время, причем они не прикручены под какие-то ИПСО, российский след, подполье и все остальное. Это как вот отражение на запрос людей внутри Украины. Есть там Threads этот, который фейсбушный твиттер, да, как это сказать. И там появился там такой аккаунт, понятно, что он анонимный, называется Ганьба Ньюс, то есть Позор Ньюс. И там вот пишут, что берут там Дурнева, например, ты наш патриот, а ну-ка давай сутки тебе для того, чтобы ты осудил ТЦК и их действия. Если не осудишь, мы раскроем очень интересные данные про некую криптобиржу, которая является спонсором там, твоего канала. Короче, вот эту всю мутку, да, они там какую-то часть поднимут и, ну, скажем так, расскажут людям. То же самое про Гороховского, то же самое про там каких-то певиц, там Алена, еще кто-то. То есть понятно, что это все, ну, такое очень и очень фоновое, но это стало появляться. Всякие там, скажем так, моменты, которые уже не сказано, что это деморализует Россия, украинцев. Нет, это начало появляться внутри Украины. Без каких-то, скажем так, российских следов, это практически точно, мне так кажется. Люди хотят разобраться. А как вы, уважаемые там притулы, топили этот спутник, на который все скинулись? Понимаете? То есть начинается... Это не полноценный разбор полетов. Это все-таки общественные компании, медиакиллерство и все такое прочее. Но этого становится больше. Вы к тому, что сознание просыпается, да? Или... Я вот что хочу сказать. Подавляющее большинство людей, которые смотрят мой YouTube-канал, это украинцы. И я этому чрезвычайно рад. Для россиян пусть вещают их ютуберы. Хотя нет, я буду рад, что и они будут смотреть. И даже из Австралии меня смотрят. Понятно, что у нас с вами несколько разная весовая категория по ютубам, по просмотру и по охвату. Но между тем, вы делаете свое, я делаю свое. И я вижу, что все больше и больше украинцев заходят на мой YouTube. И на ваш YouTube, и на другие ютубы. На те каналы, которые вещают вещи и вещали вещи, которые до недавнего времени были под жестоким запретом в Украине. Собственно, и остаются под жестоким запретом Украины. И каждое слово, мое или ваше, извращается СБУшными карманными экспертами, судебными экспертами и превращается в ту или иную форму государственной измены и прочих хуйни, которые они там лепят людям в качестве статей Уголовного кодекса.
А люди все равно смотрят наши каналы. А люди все равно передают информацию дальше. А люди подписываются на эти каналы. Подписка идет своим чередом. Это говорит о том, что народ утомился слушать брехню. Народ понимает, что брехня настолько откровенная и постоянная, она перманентно звучит по каналам, которые контролирует Зеленский и его государственный аппарат, как мы обозначили, что они видят, что абсолютно это все диссонирует с тем, что говорит Зеленский, с реалиями жизни. Они видят, как на смертях и на разорении страны и людей наживаются и затовариваются эти все зеленые слуги. И понятное дело, что в этом смысле слова правда все больше и больше, и другая точка зрения все больше и больше начинает доходить до все большего количества украинцев. Здорово ли это? Это просто превосходно. Теперь, что касается расследований и расследователей. Мне задают вопрос. Как ты относишься к, например, Шарию? Или как ты относишься к Саше Дубинскому? Это такой народный депутат, которого Зеленский 3 года уже Маринует. маринует в СИЗО. Вот. Как ты относишься к тому или другому? Вот из этого. Я первое, что могу сказать, и это, наверное, основное. С уважением и с почтением сегодня я отношусь к таким людям. Хотя бы потому, что они делают все для того, чтобы... Или многое для того, чтобы люди видели и слышали другую точку зрения. Чтобы они больше получали правды. Понятно, что каждому из нас можно сказать, что мы где-то субъективны и заангажированы. Это касается любого человека. Любой человек немножко субъективен. Не бывает по-другому. Это природа человека. И все-таки те, кто выворачивает наизнанку зло, те, кто показывает другой лик добрых клоунов, вернее, клоунов в добрых масках, те, кто показывает их властолюбие, корыстолюбие, их больные желания, их реальные задачи, те люди заслуживают уважения и почтения, на мой взгляд. Я не знаю, вот вы знаете, я сейчас впервые услышал вот эти названия, которые вы сказали. К своему стыду я не специалист в технике, не специалист, пожалуй, не специалист в паблисите, в его развитии. Но те, кто это делает, и те, кто несет правду, и те, кто не дает спокойно пиздить, я прошу прощения, и те, кто не дает им спокойно, зеленым, например, слугам, жить, эти люди молодцы. А то, что у этих людей есть потребитель, и украинское общество все больше и больше потребляет эту информацию, это просто замечательно. Повторюсь, сегодня украинцы этим самым государственным аппаратом загнаны в такую ситуацию, которую можно сравнить с огромным всеукраинским гетто. Люди боятся сказать правду, потому что их или кинут в тюрьму, или отправят на фронт, или заберут все, что у них есть, а их опозорят, скажут, что это агенты Кремля и прочие коллаборанты и прочую херь будут нести в отношении них. Люди боятся этого, очень сильно боятся. При этом люди смотрят и слушают вас, меня, других, Шария, других людей. Это замечательно. Это значит, что страх потихонечку сменяется гневом. Справедливая ненависть выходит наружу. И кто знает, может быть, как в 22 году, не по дирижерской палочке, а просто так случилось, что вся страна негативно восприняла февраль и негативно восприняла начало этого конфликта. Кто знает, может быть, точно так же, не по дирижерской палочке, там или повсеместно в Украине начнутся очаги народного сопротивления. Когда мне люди задают вопрос, нам что, выходить там на Майдан, я говорю, ни в коем случае. Вам нужно сегодня уберечь себя, выжить, жить потом. Потому что сегодня тот самый государственный аппарат Зеленского, о котором мы с вами говорим, вас задавит. И я все-таки думаю, что катализатором изменений в стране именно с помощью
ну, скажем так, не слов, а уже силы, будет все-таки армия, а не обычные люди. Ей поспособнее, она вооружена, ее боятся все. И СБУшники, и полицаи, и все остальные, Ну, так когда у нас армия... рабовладельческая армия, подождите. Ну вот давайте тоже так. Об этом тоже говорят и военные, которые вырвались, перешли и так далее. То есть опять вот вы делаете, давайте тогда вот подискутируем. Смотрите, вы говорите армия. Армия какая? Те, которые там на зарплатах, на откатах, ну, короче, они живут с этого, они не будут пилить сук, на котором сидят. Те, кого загоняют, там ведь тоже сословия в этой армии. Эта бригада вот такая, а это вот такая, а в самой бригаде или в самих подразделениях это вот такие, а это по прикручению, эти там... То есть тоже такая иерархия, достаточно, ну, вот все говорят, армия жесткая вертикально интегрированная структура. Да, но. И тут уже посмотрели, как это все, собственно, сейчас функционирует. И одно дело там вот эти мужички, которые сидят без еды, без воды и не могут даже в плен сдаться, потому что ну, Заградотряды убивают, да? грохнут, понимаете? Грохнут элементарно. И доживают. А другое дело барбершопные воины, которые рассказывают о том, что со 17 лет всех надо загонять под военную службу, и вообще мы переможем, и смотрите, какой у нас сейчас за эту неделю нарисовался пролом фронта. Вот мы так никогда хорошо на фронте не было, как раньше. А все это смотрят, видят карты, новости. Ну, так себе. Ну, как бы можно в целом сказать, что ничего не меняется с точки зрения, что там продвинулись, там отодвинулись. И вот это вот все тяни толкай, как бы оно все и продолжается. Кофемолка, мясорубка, как угодно назвать. И диаметрально противоположная разница. Эта система не может выступить против того, кто ее кормит. Это все равно, что вы говорили, мы бы сейчас говорили о бунте среди ТЦКшников. Ну, типа, понятное дело, что мы ТЦКшники, так потому что есть власть, поэтому есть ТЦК, потому что есть власть, поэтому есть армия. Я все-таки делаю ставку на украинский народ. И на вот эту систему, вот не просто так мы с вами поговорили о том, что такое государство. Харьков, по-моему, да, вот это вот случай, а их много по стране. Прибегает какая-то такая припудренная женщина и пристает там к молодняку, к подросткам, что они там какую-то музыку слушали, да, вызывает охранника там торгового центра, это все, приезжает полиция. В общем, ничего не составили, никаких протоколов, потому что, ну, они ничего не нарушили. Но вот этот вот пораженный мозг уже вот это вот бьется в этих конвульсиях. И система, которая должна была что-то сделать, она ничего не делает и ничего не может делать, потому что все адекватные люди, взрослые мужики, что охранник, что полицейские, посмотрели, что как бы женщина с приветом и пристала, что по-русски слушают какую-то музыку. Ну и все, и это как бы ушло на нет. Более того, вот многие критикуют, и сейчас там есть очень много таких российских песен, да, которые вот они заполоняют медиапространство, потому что они новые, свежие, все к ним тянутся. И там многие там, вот есть там мото-песня, она танцует под шаде, и, ну, сейчас все как бы на нее, да, такая летняя, легкая, вот это все, и все под нее, скажем так, рилсы записывают, там вот эти тиктоки. И вот тут очень показательный момент. Я впервые это наблюдаю. Модно перепевать по-украински. И с искусственным интеллектом, или просто там какие-то певицы. Знаете, вот берут российскую песню и перепевают ее на украинском. И я впервые столкнулся, а критикуют люди. Сказали, а какого вы хрена? Подождите, ну бери-то слушай, если тебе вот эта вот новая, свежая какая-то песня, она тебе заходит под какие-то твои творчества в социальных сетях и под твой плейлист в твой плеере. Что ты делаешь? Зачем? Но я нахожу этому не просто оправдание. Это важно для таких песен, чтобы их послушали и здесь, чтобы никакая упоротая дамочка, пристающая к подросткам и молодежи, ну, в общем, чтобы дальше это все жило. То есть мы видим, что общество находит отпор, система парализуется от идиотизма. Я имею в виду вот в этом языковом, конечно же, вопросе. Но все-таки больше шансов у тыла, чем у передка на какие-то изменения. Или вы все-таки настаиваете на армии? Я понял вас. Небольшая ремарка по поводу перевода с русского на украинский. У меня дети, когда учились
в Киеве, в лицее, как-то дочь пришла с домашним заданием знаменитого какого-то украинского байкаря учить, которого фамилию я никогда не знал. А я думаю, что у меня хорошее классическое образование, и у меня прекрасный украинский. Я очень неплохо ориентируюсь и в истории, и в литературе, и много знал, как минимум. А память хорошая в силу профессии, поэтому... И она мне начинает декламировать байку. И я понимаю, что я где-то раньше это слышал. Только она говорит это на украинском языке и говорит, что это знаменитый украинский байкарь какой-то. А я понимаю, что я эту байку слышал совершенно иначе, на другом языке, на русском. По итогу оказывается, что это просто перевод байки Крылова, одной из самых его известных. Ну, допустим, «Ворона и лисица». Только перевод на украинский язык. И в украинских учебниках подано, что это... Причем перевод настолько дословный. Не какая-то интерпретация, не придумки чего-то своего нового, а просто перевод на классический украинский язык. И мы нашли тогда, и ей показали, что смотри, никакой это не байкарь. Но говорим, ты в школе это не говори, не нужно. Раз поставили задачу выучить на украинском, ну выучи на украинском. Но знай, что первое это произведение было написано на русском языке и таким-то знаменитым байкарем Крыловым. Иван Андреевич, если я не ошибаюсь, Крылов. Вот. Это касательно переводов песен, стихов на украинский язык. Я считаю, что в украинском языке огромное количество прекрасных песен. Я считаю, что есть куча замечательных исполнителей украинских. И это настолько самобытно, красиво и классно, что оно и должно жить и развиваться. Равно как и российские песни, российские произведения эстрады. Точно так же они должны петься на родном языке, мне так кажется. А все вот эти переводы, особенно если эти переводы не от души, не от сердца, а просто в силу того, чтобы, как вы говорите, майданутые, припудренные себя проще чувствовали, ну, это сразу показывает искусственность, уродство, ненастоящесть и так далее. А теперь касательно тыла и армии. Я понимаю ваш вопрос. Не все просто хочется говорить в эфире. Но если полутонами, то скажу так. Я все равно сторонник той мысли, что именно армия будет двигать, первой будет двигать изменения в Украине не совсем мирным путем. Для этого будет иметь место катализатор. Военный катализатор. Где-то будут очень серьезные бои, очень серьезные потери, которые повлекут за собой изменение линии фронта. Причем быстро движущиеся изменения. Я уверен, что к этому готовятся русские войска. Я не знаю, готовится ли украинское командование, но думаю, что готовится. Как только это произойдет, это изменение движения линии фронта приобретет достаточно быстрый и хаотичный характер. Я дальше ставлю 3 точки и считаю, что таким образом, вероятнее всего, будут развиваться события. А это за собой повлечет разлом этой самой государственной машины, которую надстроили. Что касается тыла людей, да, несомненно, люди сегодня видят и знают больше. Люди чувствуют и понимают больше, чем буквально недавно. Люди видят правду и видят ложь. И они все больше и больше готовы сопротивляться. Но пока еще карательная машина, которую выстроил Зеленский и его окружение над или вокруг Украины и вокруг украинцев, она работает. И работает очень жестоко. Я упоминал Дубинского. Вот хочу еще раз упомянуть эту фамилию. Это же не простой парень. Это нардеп. Он, правда, зашел в парламент через слух народа. Но я там знаю историю, думаю. Через кого, как, чей он. Но между тем, сегодня он говорит очень многое нужное для правды и для понимания того, что
в Украине. В частности, он является свидетелем в уголовном процессе украинских антикоррупционных служб в отношении депутатов украинского парламента по тем конвертам, взяткам, которые эти зеленые слуги брали за те или иные голосования. Дубинский рассказывает и готов дальше рассказывать о том, кто, кому, как, за сколько, за какое голосование, кто на раздаче, кто посредник, кто центр выдачи. Это важные вещи с точки зрения уголовного судопроизводства. И задумайтесь, человек находится несколько лет под стражей по обвинениям, которые еще не доказаны никем, не доказаны судом, но он между тем сидит в СИЗО. И для того, чтобы он не мог нормально контактировать с антикоррупционным судом, а для этого его надо вызывать из СИЗО и везти в суд на конвойной машине. Там его допрашивают, возвращают назад в камеру. Такой порядок вещей. Его специально переводят, человека, который не осужден, его переводят специально в исправительную колонию, где уже содержатся осужденные люди. Это не просто грубейшее нарушение закона. Это такой произвол, который, поверьте, за мою 15-летнюю практику прокурорскую, его не было. Таких фактов не было, не могло быть. Это уголовное дело для всех, кто принял бы такое решение тогда. Это таким образом расправляются с человеком, который что-то значит в этом обществе, который чего-то весит, который много знает, который не беден, который влиятелен, как минимум был, которого слушают, который дает показания перед антикоррупционными органами Украины и дает показания, в том числе, насколько я понимаю, сейчас перед службами ФБР. И таким образом расправляются с ним. Это показатель уровня работы карательной системы Зеленского по придушению любой возможности сказать правду, любой возможности сделать что-то, что выводило бы на чистую воду тех негодяев, которые зарабатывают на войне, которые зарабатывают на крови и на трупах. Поэтому при нынешней ситуации я все-таки думаю, что народу будет очень тяжело, людям очень будет тяжело манифестовать, выходить на Майданы, устраивать те или иные акции протеста. Хотя вы привели классный пример по Харькову, а я приводил вам не менее интересный пример, когда целый начальник всей полиции сказал, что полиция не должна быть людоловами. Полиция не должна участвовать в людоловных процессах, а должна заниматься своим делом, предупреждением, раскрытием преступлений и поимкой бандитов. Не должна, но участвуют же, вы же видите. Участвуют, потому что они приняли такие законы. В Черкасах или где. Проходит мимо, снимает там процесс проверки документов, а тот ей матом трехэтажным. Понимаете, служитель. За то, что она его снимает. Ты там такая есть другая ситуация. В Киеве заходят в спортзал, где тренируются боксеры. Тоже ума не хватило вот ТЦКшников. Думайте. Или больше берите народу для подкрепления. Зашли в спортзал. Начали забирать одного или двоих боксеров с собой. С этими ТЦКшниками полицейские с автоматом. Боксеры отвесили всем этим ТЦКшникам. Полицейский спокойно ретировался. Никуда не вмешивался. Быстренько ушел. И не стал вмешиваться в эту фигню. А ТЦКшники, понятное дело, получили по полной. И точно так же их повыбрасывали из этого зала. Это подтверждение того, что... И мы как-то с вами это обсуждали. Я уверен, что в той же полиции очень много людей, которые понимают происходящее. И очень много людей, которые не хотят участвовать в людоловских процессах и помогать паковать людей и отправлять на фронт. Люди есть разные кругом, на фронт. Люди есть разные кругом, и хорошие, и плохие. Но чем больше фактов, которые вы привели, чем больше фактов, когда целый начальник национальной полиции говорит о том, что не то делает полиция в Украине, тем лучше. Тем лучше для того, чтобы система затрещала по швам и начала в конце концов рушиться. Да, сегодня выглядит все так, как достаточно грустно. Да, сегодня Зеленский поставщик денег для армии. Да, это так. И ситуация пока в этом смысле не меняется. И те, кто
Почему люди идут служить, те, кто идет служить? Да потому что работать больше негде особо. Выехать нельзя. Мужикам запрещено. Зарабатывать деньги, кормить семьи нужно. Люди очень часто вынуждены идти туда, потому что зарплаты в армии все равно выше, чем в среднем по стране. Поэтому люди рискуют и идут туда служить. Но я думаю, что все больше и больше солдат и офицеров понимают, что происходит на самом деле, как их используют. И понимают, что вот те вот тысячи долларов, которые им обещают зеленые слуги, вряд ли они получат или будут получать очень долго. До первой пули или до первого взрыва дрона или снаряда. А дальше зеленые слуги даже не обеспокоятся тем, что будет с семьями этих погибших. Мы с вами как-то делали простейшие арифметические вычисления в эфире, которые подтверждают априори, не апостериори, а априори тот факт или то будущее, что как только война закончится и несколько миллионов ветеранов вернутся по своим домам, Украина платить им ничего не будет. Просто по той причине, что тех 30 миллиардов долларов в год на содержание этих самых 6-7 миллионов человек, их нет. И не будет. И давать их никто не будет. И я надеюсь, что все больше и больше солдат и офицеров понимают это. Их используют и их бросят, как только будет к этому возможность. Максим Гольдарб был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.